Всем привет! В этом сюжете я продемонстрирую процесс изготовления этого миниатюрного складного арбалета Шнеппера. То есть он способен стрелять не только стрелами, но и дробью или же любыми пулями. Самое главное преимущество арбалета перед пневматикой или же оружием, стреляющим патроном Флабера, состоит в том, что он абсолютно бесшумный и очень-очень надежный. К тому же болты можно использовать многократно. Конструкцию этого аппаратика я разработал самостоятельно, потому в интернете ничего подобного не существует, ну и в продаже, естественно, тоже. Конструктивные особенности этой штуковины позволяют тягать его в барсетке или же, например, в глубоком кармане. В общем, там, где обычный арбалет никогда не разместится. Хоть эта штуковина выглядит достаточно сложно, но на самом деле он очень простой. Для ускорения проведения работы я использовал станочки, но если их нету, можно и без них сделать. На эту тему я дам свои подсказки. Если бы у меня не было дюралюминиевых заготовок, я бы взял древесину твердых пород и делал бы все из нее. К тому же дерево можно очень удобно склеивать с помощью эпоксидной смолы, например. Если нету фрезерного станка, то такую операцию запросто можно сделать с помощью напильника. После нанесения точной разметки я сделаю сверление. Его, в общем-то, можно сделать с помощью обычной дрельки. Паз нужного размера можно запросто сделать с помощью обычной ножовки по металлу или же болгарки, а края загладить с помощью напильника. Если бы у меня не было фрезера, эти окна я бы прорезал бы с помощью бормашинки и отрезного кружка. А эта операция выполняется с помощью обыкновенного напильника по металлу, как в общем-то и следующая. Лук арбалета, как всегда, у меня будет сделан из углеродистой стали. Я использую двуручную пилу по дереву, хотя есть еще огромное количество вариантов, где ее можно раздобыть. После того, как я вырезал одну пластину, по ее форме я вырезал вторую, так чтобы все было одинаково, после чего все это дело зашлифовал. Если бы у меня не было токарного станочка, то я бы подобрал парочку достаточно толстых круглых стержней и их использовал бы в качестве элементов поворотного механизма, к которым крепятся дуги. Сверло для сверления места под них я бы подбирал согласно ихнему диаметру. Плоскость можно было бы сделать и обычным напильником, но так быстрее. Поворотный механизм почти готов. Для его изготовления также отлично подойдут многие сорта пластиков. Лучше всего брать вязкие, например, капрон. Теперь осталось осверлить отверстия в половинках дуги. Ранее я показывал, как я это делал с помощью сверла по бетону и сверла по стеклу. Хотя это можно сделать и с помощью алмазных шарошек. Для того, чтобы в будущем все хорошо работало, между каждым стержнем и каждой половинкой дуги я вставлю специальную опорку, которую припаяю. Для лужения углеродистой стали я использую хлористый цинк, также его называют паяльной кислотой, у меня, например, самодельный. А вот для лужения медных сплавов и меди я использую специальный флюс, он продается в различных магазинах, связанных с сантехникой. А вот припой у меня самый обыкновенный, тот, который используется в радиоэлектронике. Ну, в общем-то, как вы успели понять, в качестве опорок я использую парочку кусочков толстой латунной полосы.
Следующая деталька, которую я сделаю, будет гайка с накаткой. Если бы у меня не было токарного станочка, я бы пошел в строительный магазин и купил бы гайку-барашек. Она предназначена для ручного закручивания. Вместо фиксатора резьбы я использовал эпоксидную смолу, хотя можно использовать суперклей. Она надо для того, чтобы резьбовая шпилька не выкручивалась. Поджимную пластину я изготовил из отрезка алюминиевой полосы, хотя, конечно, правильнее было бы использовать сталь. Вместо нее можно использовать крупную стальную шайбу, которые продаются в строительных магазинах. В общем, эта штуковина фиксирует дугу в двух положениях – открыто и закрыто. Ну вот и дошла очередь до тех деталей, в которых будет находиться ствол и части спускового механизма. Когда у меня не было фрезерного станка, такую операцию я выполнял с помощью ножовки, то есть этот кусочек я бы просто выпилил. Те, кто давно смотрит мои видео по изготовлению различных приколов, знают, что такую работу я выполнял обычно с помощью бормашинки, но можно применять и болгарку. Перемычку я оставлял для того, чтобы тиски не сжали трубку и она не деформировалась. Теперь дошла очередь до рукоятки перезарядки. Она будет похожа на такую, как ставят в американских автоматических винтовках. Эти проточки в концах дуги нужны для прохождения через них тетивы. В качестве тетивы я всегда использую стальной тросик. Это очень хорошая штука, которая меня никогда не подводила. Но на этот раз он будет напрямую припаян. Наверное, многие из вас подумали, что я выточил гантельку для хомячка, но на самом деле это элемент спускового механизма. Для того, чтобы эта гантелька могла удерживать тетиву в натянутом положении, нужен этот спусковой рычаг. Сама по себе эта хреновина сделана из кусочка толстого нержавеечного шампура. Штырек, кстати, это направляющая от дисковода. А вот то самое место, куда он должен заскакивать.
Этот спусковой механизм крайне простой и надежный, он использовался еще в средневековых арбалетах. Для того, чтобы штырек надежно удерживался на месте и никуда не делся, я это все дело протравил соляной кислотой, нанес флюс и пропаял. Последняя деталь спускового механизма – это кусочек углеродистой стали, который с одной стороны будет являть из себя пружину, а с другой стороны будет отогнутое крыло, за которое будет удобно цепляться пальцем. Правильно проведенная пайка – это очень надежный и хороший способ фиксации деталей между собой. Конечно же, я мог самостоятельно изготовить складную рукоятку под арбалет, но мне очень хотелось из него побыстрее пострелять, потому я решил пожертвовать этим перочинным ножиком. Для удобства дальнейшей обработки деревянные части к стальным частям я приклеил на эпоксидную смолу и стянул все это с помощью болтиков. Ну вот арбалетик наконец-то готов. Для рукоятки подойдет абсолютно любой ножик с системой запирания клинка Liner Lock. Это по той простой причине, что она очень хорошо подходит под такую конструкцию. Она дает отличную жесткость и весьма удобна в обращении. Для того, чтобы рука чувствовала на рукоятке себя удобно, я сделал парочку углублений. Спусковой рычаг оказался достаточно удобной штуковиной, но этот вариант, конечно же, лучше всего подходит для правши. Я расположение рукоятки подгадал таким способом, чтобы большой палец не выпирал и в момент выстрела по нему не ударило тетивой. Сила натяжения у этого аппарата получилась около 11 кг, а ход тетивы 9,5 см. Это, конечно же, не сверхбольшая мощность, но я думаю, для пулевой стрельбы хватит. Ну а если я вдруг захочу большей мощности в пару-тройку раз, то я всегда могу сделать более толстые дуги или же усилить эти. Так аппаратик складывается, а раскладывается в боевое положение он, конечно же, в обратном порядке. Его вес составил 480 граммов. Я надеюсь, те зрители, которые просили меня сделать что-то наподобие арбалета ассасина, остались довольны. Теперь пришло время провести стрелковый тест. Это те пули, которые я буду использовать для стрельбы. А также я взял один 6-мм болт от электроарбалета. Сантиметровый гипсокартон прошило насквозь. Бутылку пробило на вылет. Пулька насквозь банку не пробила и осталась внутри нее. Болт прошил баночку так, что она даже не сдвинулась. Пузырь расколбасило просто шикарно. Новую партию пулек я сделал из гвоздилина. Заряжается прямо как мушкет. Я себя даже немножко мушкетером почувствовал. Это самый лучший способ избавляться от грязной посуды. Эту тарелочку мне когда-то пришлось мыть. Я об этом не забыл и не простил. Функция дистанционного выключателя. Кучность также очень порадовала. А это 3 моих предыдущих арбалета. Видео по их изготовлению есть на канале.
Конструкция этого аппаратика получилась достаточно прикольная, и стрелковый тест мне также понравился. Благодарю всех тех, кто просил меня сделать эту штуковину. Предлагайте также еще свои варианты. Одно из больших достоинств этой штуковины – это то, что она очень компактная, и можно тягать ее с собой, например, для стрельбы в лес, не привлекая к себе избыточного внимания. Хотя, конечно же, есть недостаток – это небольшая мощность, но это можно всегда исправить. Если вы хотите получать уведомления о выходе новых видео на канале, не забудьте нажать на колокольчик. Благодарю всех за внимание. Кому понравился сюжет или если вы просто любите оружейную тему, не забудьте поставить палец вверх, а также поделиться видео с друзьями. Кто не подписан на канал, обязательно подписывайтесь. Будет еще много интересного и полезного. Всем удачи!